Приготовлю вкусный хинкал по-аварски. Посмотрите, какая красивая говядина. Здесь и мякоти достаточно, и косточка есть для наваристого бульона. На первом этапе, друзья, мясо опускаем в холодную воду и ждем, пока оно сварится. Но вариться будет, я думаю, не менее 1,5-2 часов. Говядина должна развариться так, чтобы мясо буквально распадалось на волокна. Ну, естественно, после закипания, да и в дальнейшем в процессе кипения, образовавшуюся пенку необходимо убрать. Она нам здесь ни к чему. За полчаса до готовности мясо необходимо достать. Для того, чтобы процедить бульон. Делаю это через 3 слоя фронтовой марли. Сам казан сполосну, возвращаю его обратно. И сюда же отправлю картошку. И теперь можно посолить. Именно на этом этапе. Напомню, нам осталось до готовности, грубо говоря, мясо варить 30 минут примерно. За это время картошка тоже сварится. Самое время приготовить тесто для хинкал. Делаю в муке небольшую лунку и сюда же выливаю кефир. Теперь чайную ложку соли, 2 чайных ложки соды, 1 яйцо и замешиваю тесто. Как всегда, друзья, список всего необходимого я оставлю в описании под видео. Тесто готово, братцы. Придаю ему форму легким движением левой руки. Достаю волшебный пакет. Теперь его надо накрыть и оставить на расстойку примерно минут на 10. Как раз будет время приготовить сметанный соус. Беру сметану. Отправляю сюда буквально щепотку соли и выдавлю 5 зубчиков чеснока. Осталось только добавить смесь перцев. Тоже немного, буквально на кончике чайной ложки. Все тщательно перемешиваю. Пора проверить готовность картофеля. Итак, он спадает. Все, картофель готов. Можно вытаскивать и картофель, и мясо. Теперь долью в казан горячей воды, совсем немного, примерно процентов 30 от того объема, который был. И подожду, пока закипит. Одну пока уберу, а второй мы займемся. Сильно раскатывать тесто не надо, примерно до сантиметровой толщины. Бульон закипел, братцы. Отправляю первую партию. Один из важных моментов приготовления хинкал в том, что они должны вариться не более 4 минут. Вариться они должны под закрытой крышкой. И за эти 4 минуты их необходимо помешать хотя бы 2 раза, чтобы они не раскрылись, не растрескались и оставались красивые и пышные. Вечерело. Соседи начали в гости заглядывать. Что, Кентоха, на аромат пришел, да? Вкусно пахнет. Сейчас уже будем дегустировать. И последний, пожалуй, самый важный момент. Когда вытаскиваем хинкал, их необходимо каждый проткнуть зубочисткой. Это делается для того, чтобы впоследствии они не поменяли свой цвет, не потемнели и сохранили свою пышность. То есть они даже на следующий день будут такие же пышные. Немного мы не уложились во временные рамки, братцы, уже стемнело. Ну, как говорится, если должно что-то пойти не так, оно обязательно пойдет не так. Мало того, что стемнело, еще и свет выключили. То есть мы не можем поставить искусственное освещение. Но я думаю, от этого блюдо приготовленное будет не менее вкусным. В общем, давайте дегустировать.
Немного забегаю вперед, хочу показать вам, как выглядит хинкал при нормальном освещении. Наконец-таки дали свет. Сейчас я его разломлю напополам и потом перейдем мы к дегустации. Смотрите, какое все пышное. Все пористое внутри. Не хинкал, а загляденье. Настолько нежное, пышное, воздушное. Просто бомба. Очень нежное, просто воздушное тесто. Мясо. Спасибо всем, кто ставит лайк, подписывается на мой канал и делится моими видео с друзьями. Всем здоровья. Ну, давай до дна. До дна не могу. Кипяток, вы чё? Но вкусный.